Всем привет, народ! Сегодня на обзоре у нас очередная болгарка из Поднебесной, которая приехала с Валберес. И вот посмотрите, как производитель заморочился над упаковкой. Вот такая вот классная картонная коробочка, цветная, глянцевая, просто красота. Ну и что мы здесь видим? Значит, DV-Tech, угловая аккумуляторная шлифмашина, бесщеточный двигатель, игольчатый подшипник в редукторе, это мы с вами проверим. Быстросъемный защитный кожух на 360 градусов, это, конечно, они залепили, так как всем известно, что кожух у нас никак не может провернуться на 360 градусов, по крайней мере, в болгарках такого типа. Защита от перегрева, 950 Вт мощность, 7000 оборотов холостого хода, минимальный нагрев, 125 мм диаметр диска и два аккумулятора по 4 ампер-часа в комплекте. Дальше, на данной стороне вот такой вот здоровенный QR-код технической поддержки. Если, опять же, кому не дай бог нужно, сканируйте, переходите и обращайтесь. Дальше бла-бла-бла-бла, непонятная информация никому. И здесь технические характеристики. Опять же, мощность 950 Вт. Количество оборотов. У нас, значит, 3 скорости имеет болгарка. Первая скорость 3500, вторая 5500 и третья 7000 оборотов холостого хода. Аккумулятор, так, четверочка. Материал корпуса композитный металл, АБС пластик. Вес без аккумулятора 1,3, с аккумулятором 1,9 килограмм. Ну что ж, вскрываем, смотрим, что да как нам приехало. А внутри наблюдаем вот такой вот чемодан. Чемодан довольно неплохого качества. Вот такие чемоданы уже на обзоре у меня были. Вот он довольно крепкий. Ну, конечно, здесь нам танцевать на нем нельзя, так как сломаем по-любому, если будем танцевать своим весом. А для хранения инструмента, там где-то в гараже или где-то просто замечательный чемоданчик. Не тонкий, четкий, отличный. Значит, чемодан, обратите внимание, имеет вот такие вот защелки, для того, чтобы однотипные чемоданы можно было сощелкнуть вместе и такую сделать стойку с инструментом. Это, конечно, замечательно, в этом плюс, но есть в этом и минус, так как если нам понадобится, допустим, как в этом случае болгарка, и она будет находиться внизу, мы все это дело расстегнем, и может получиться вот такая история. На чемоданчике у нас есть рукоятка для переноски, две пластиковые защелки. Ну, вот эти вот проушины, куда цепляются данные защелки ко второму чемодану или от второго чемодана. Ну и здесь, кому интересно, вот такая вот система. Что у нас с той стороны тоже ничего как бы интересного. Но чемодан довольно-таки прочный. Ящичек совершенно пустой. Пусто. Открываем, смотрим комплектацию. Так, все, видите, переложено вспененным полиэтиленом. Тоже классно. Ну и сразу мы видим подарочный, я так понимаю, комплектный диск отрезной. No Name. Не знаю, толщина где-то миллиметр 1,2 примерно. И инструкция на русском языке. Это уже радует. Хоть что-то да можно прочитать. Вот безопасность на рабочем месте. Предупреждение здесь. Предупреждение здесь, предупреждение здесь, предупреждение, внимание, здесь. Вот так заботится у нас производитель о нашем здоровье. Это не делайте, так не делайте, этим не дышите, это не режьте. Класс. Класс, хоть так, но класс. Так, ключик. Ключик золотой. Значит, давайте проверим. Ух ты! Да, ключ такой хороший, крепкий. Кто-то думает, что я, наверное, ничего там не гну. Нет, друзья, я гну. Конечно же, с дури можно согнуть, что хочешь. Но вот я применяю такое, ну, неплохое усилие, и он ровный, не гнется. Замечательно. Дальше наш кожух, который якобы на 360, но не 360. Вот, кстати, такие кожухи
мне нравятся больше быстросъемные, нежели кожухи, которые закручиваются винтом. Но бывают случаи, что от вибрации эта защелочка отщелкивается и возможны разные там последствия. А вот когда мы зажмем винтом, тогда уже он никуда не денется. Поэтому как бы спорный вопрос, что и как здесь лучше. Значит, кожух, зарядное устройство. Никакой информации, видите, уже на нижней панели нет. Вся информация у нас на лице. 21 вольт, 2 ампера. Рукоятка простенькая, пластиковая, как всегда и как везде в комплектации. Рукоятку я, честно говоря, редко когда использую, уж совсем редко, поэтому они у меня валяются по гаражу где-то. В комплекте также имеются два аккумулятора DV-Tech. 10 батарей, видите, написано внутри, 21 вольт, 4 ампер часа. Все аккумуляторы имеют индикацию заряда. Все работает, все заряжено. Ну и аккумуляторы у нас типа размера под Фэнгбау или а-ля Фэнгбау. Вот, люди разделились на большое количество любителей батарей. Кто-то любит Фэнгбау. Я, допустим, люблю Makita, кто-то любит Bosch, кто-то там DeWalt, кто-то Milwaukee, поэтому каждый для себя, я думаю, определится с выбором сам, что же ему купить и на какой базе. Допустим, опять же, у меня все на Makita, а у моего товарища все вот на таких вот инструментах. На таких аккумуляторах. И как бы я доволен, и товарищ доволен. И вот наша болгарочка. Видите, все в ложементе, все как положено. Смотрим по внешнему виду. Внешний вид, в принципе, никаких вопросов не задает и не возникают. Есть, конечно же, шов. Шов есть, но он практически не ощущается, так как все, что здесь черное, это у нас прорезинка. Вот есть местами, ну вот тоже еле-еле так ощущается, есть облойчик такой. Ну просто ощущается даже не облой, наверное, друзья, а просто шов. То есть это абсолютно никак не повлияет на работу. То есть все собрано замечательно. Алюминий здесь, вот видите, крашеный. Все в стиле DV-Tech сделано. Ну, просто, как говорится, не к чему придраться. Имеется кнопка блокировки под большой палец. Удобная, широкая, хорошая. Так, откручиваем сразу гаечку. Гаечка у нас, ну, обычная, самая простая гаечка М14. Ответная планшайба, видите, с насечкой, что есть очень-очень хорошо. Что мы тут дальше не посмотрели? Есть кнопка блокировки. Это не кнопка блокировки. Да, видите, болгарка запускается без всякой защиты. Но это как бы минус, потому как можно случайно ее включить. А эта кнопочка у нас блокирует болгарку во включенном состоянии. Как-то так. Так, дальше что у нас здесь? Редуктор. В красные вставочки есть, в красных вставках, видите, есть прорези по ходу под охлаждение. Ну и здесь, конечно же, есть вентиляционные такие каналы с двух сторон. Также есть кнопка управления скоростями и индикатор заряда батареи. Ну и все мы помним, что у нас заявлено на коробочке 300 кг без аккумулятора. Должна весить наша болгарка. Давайте смотреть и проверять информацию. 218 кг, но, здесь по ходу они учли еще, наверное, возможно и кожух. Давайте посмотрим. Вот так. Так уже 400 кг, поэтому без кожуха, но, видимо, с рукояткой. Ну, а с рукояткой почти вписывается в 300 кг. Так, а с аккумулятором у нас заявлено было 900 кг. Тоже давайте проверять эту информацию. Ну вот как-то так. Плюс рукоятка. И как раз таки 900 кг считаем, там без 20 грамм. Все с этим отлично. Вы помните, когда я делал гайковерт, там тоже все как бы честно было заявлено. На 800 ньютон он выдал 800 ньютон и все. И здесь пока все идет по чесноку. Ну, если не брать разных там мелочей, да. Типа заявления кожуха на 360. Так, снимем мы с вами, значит, эти планшайбы. Включим аккумулятор.
И посмотрим на скорости, какие у нас здесь есть. То есть индикатор 3 скоростей, первая, вторая, третья. Индикатор заряда аккумулятора также присутствует. Ну и кнопочка переключения между скоростями. Раз, раз, раз. Первая, вторая, третья. Все работает. Так, теперь в планах измерить заявленные обороты. Гаечку я принес свою, так как на этой гайке невозможно будет все это дело сделать. Устанавливаем мою гайку, нажимаем кнопку и фиксируем. Все. Еще один вопрос у меня. Есть ли здесь память, допустим? Давайте мы включим болгарку, поменяем на первую скорость и немножко подождем, когда все это дело погаснет. И посмотрим, на какой скорости у нас она заведется. Все погасло, включаем. То есть заводится на максимальной скорости. Лично для меня это плюс. Как вам, это уже решать, как говорится, вам. Плюс меня почему? Потому что я в основном пользуюсь на максимальных оборотах. Использую не то для шлифования, не то для резки. Вот очень редко я пользуюсь маленькими оборотами. И когда в болгарке есть память, то есть попользовался маленькими оборотами, оставил эту болгарку, потом взял и начал что-то опять резать, а она на малых оборотах. И опять начинается вот это вот переключение. Поэтому по мне лучше, чтобы она запускалась сразу на максах. Так, берем наш тахометр, включаем и переключаем на первую скорость. Будем мерять с первой скорости. Первая скорость. Поехали. 4690. 4700. Вот на первой скорости такие обороты. Заявлено 3500, то есть больше, чем на 1000. Так, вторая скорость. Ой, вторая скорость. Меряем. Пять 700 с копейками оборотов. Так, а у нас была заявлена первая 3500 и вторая 5500. Уже немножко больше. Но это есть хорошо, что больше. Так, ну и у нас запустится она на третьей скорости. Погнали мерять. Ну и как мы видим, третья скорость полностью совпадает со всем описанием и с характеристиками, указанными в инструкции. Просто замечательно. Значит, народ, захотел для себя померить обороты холостого хода с диском. Промерить обороты, посмотреть, будут соответствовать или не будут соответствовать измерениям нашим с вами. Вот. И сейчас я вам все это дело продемонстрирую. Но когда я выключу болгарку, обращайте особое внимание на работу болгарки. Поехали. Смотрите, какой фокус. Как срабатывает четко электронный тормоз. Стоп, и все. Еще раз. Чик, и все. Просто респект. Это я первый раз заметил на болгарках. Нигде, ни на каких болгарках вот такой резкости, да, именно резкости я не наблюдал. Зачетная вещь. Но это чревато тем, что если вы круг слабо зажмете, в особенности, допустим, шлифовальный, то он может при таком резком тормозе просто раскрутиться. Поэтому уделяйте особое внимание и, наверное, вот такие шлифовальные тяжелые круги зажимайте все-таки хорошенечко ключом. Короче, народ, смотрите, стол чистый. Смонтировал я уже все это дело. Видео собрался выбрасывать на канал. Ну, как обычно, сел немножко просмотреть. И увидел, что защиту-то от дурака мы с вами не проверили на данной болгарке. Поэтому включаем болгарку. И включаем аккумулятор. Все шикарно. И нас индикация предупреждает. Выключи кнопочку. Все прекрасно
работает. Вот теперь буду доклеивать этот кусочек. Ну что ж, а теперь приступаем к разборке и посмотрим, что у нас там внутри. Раскрутил редуктор и смотрим. Смазки просто по глаза. Ну и также мы видим, что смазка у нас хоть и мало, но есть на вот этом венце, да? Есть. Больше смазки сюда ложить я как бы не рекомендую. Видел я в интернете, есть какая-то смазка, такая тянется как клей, наверное. Вот я не знаю, что это за смазка. Кто знает, отпишитесь. Было бы вообще прекрасно и замечательно такую смазочку прикупить себе. Здесь все на подшипнике. Никаких люфтов нет. Так, мы вспоминаем, на коробке было указано, что у нас игольчатый подшипник стоит. Ну и пытаемся посмотреть. И да, там иголочки есть. Вообще все по фэншую. По фэншую без обмана. Это замечательно. Клянусь Богом. Открутил от корпуса редуктор. Пытаемся вытянуть. Ого. Опа. Есть контакт. Вот такой вот у нас ротор. Движок, понятное дело, бесщеточный. Все дело на подшипнике. Подшипничек читайте сами, к сожалению, я тут особо не вижу. 507Z, по-моему, так. 507Z. Все крутится бесшумно. Отлично. Ну и вот такой внутри бесщеточный движок, шестиобмоточный, трехфазный. Разбираем дальше. Ну что ж, раскрутил я полностью весь корпус. Значит, корпус скручен 9 вот такими винтами. А он не разбирается. Что касаемо пластика, видите, я думал, не, есть. Вот, там есть отверстие под вентиляцию. А в красных вставках тоже есть отверстие. Я думал, нету. Сразу так посмотрел сверху, нету пластика. А потом сбоку, вот там есть прорези и здесь две прорези. Пластик добротный, инструментальный. Тут вообще вопросов нету. Собрано все вот так. Люди интересуются размерами. Поэтому давайте-ка мы с вами все это дело промеряем. Внешний размер 50 миллиметров. Так, размер давайте по, не знаю как, по металлу или по пластику. Вот так вот возьмем. Вот так, наверное, возьмем по пластику. 38,3 миллиметра, да? Так, внутренний диаметр. Что нам показывает? 26,4. И все-таки замеряю я вот новым штангеном. Штанген, в принципе, точный. Давайте вот делаем даже сброс. Эту соточку. Замеряем провод диаметр. Он тут просто замечательно можно померить. 0,9 миллиметра. Кто-то со мной спорил когда-то, что я вот в болгарках мерил, и там никогда миллиметра не будет. Но опять же, я мерил вот этим вот, как говорится, слепым штангеном, да. А здесь уже цифрой 0,9 миллиметра. Давайте еще один замер. У нас нули, все как положено. Штанген вообще четкий. Сделаем еще один замер. Вот, а в этом месте уже видите 0,99. Штанген показывает нули. Еще один замер. 0,93. Кнопочка стандартная, вот с таким фиксатором. На движок приходит у нас 3 фазы. Провода я уже вижу тоже силиконовые. Китайцы используют везде силикон. Конденсатор на 1000 микрофарад. Что у нас по пайке? По пайке красота просто. Просто красивая паечка. Все отлично, замечательно. Вот. И кондерчик на, по-моему, да, 35 вольт, 1000 микрофарад. Все по фэншую.
Так, что у нас здесь? BTGM2412, маркировка контроллера. Ну и вот такая вот малюпаська, как всегда. Такая съемная контактная площадка под Фэнг-Бао. Да, не замерил я еще, друзья, ротор. Люди просят и ротор. Так, попал на... Нет, на прорези не попал. Короче, 26 миллиметров. Что касаемо подшипника, 19 миллиметров подшипник. Так, ротор в этом месте, кому интересно, 25,2. Ну и, наверное, на этом все. Диаметр крыльчатки, уж кому совсем интересно, 52,3. На этом все. Собираю. Народ, еще такая информация. Вот. Кому не нравится редуктор, как он установлен, был он установлен следующим образом относительно кнопки. Вот. Можете спокойно его крутить под себя. Хотите так, хотите так, хотите так. Ничего от этого не поменяется, ничего не испортится. Один мне комментатор тут писал, что надо смотреть, оно разрабатывается, там, то все. Все здесь симметрично. Единственная моя болгарка асимметричная была, это болгарка от Heimerdinger. Вы все помните на нее обзор, вот, от которую я благополучно вернул и забрал денежки. Болгарка суперская, но вот невозможность повернуть редуктор меня это просто бесит. Ворочайся куда и как угодно. Ничего не испортится. Собрал я эту УШМ-ку, и вот про кожух я вам забыл совершенно показать, что на 360 градусов, наверное, ни в одной УШМ кожух не вращается. Ну, хотя могу и ошибаться, но, по крайней мере, в таких оно точно не вращается. Значит, смотрим. Вот это вот предел здесь. И мы сможем примерно вот где-то так его только поставить. Так как нам надо, видите, место на данный рычаг. И то не входит, поэтому еще меньше. Вот примерно так. Ну или даже вот так. Только так мы с вами сможем все это дело вращать. 360 не получается. Вот здесь есть упор. Даже если мы спилим этот винт, то гаечка уже вопрется и не провернется по кругу. Ну, это так, в принципе, во всех болгарках. Не знаю, почему написали 360. Будем резать опять мою железяку 40×16. При тесте плазмореза, вот нового аппарата, я совершенно забыл, что у меня есть такой толщины металл порезать. И сказал, что больше нет. Но неважно. Значит, не знаю, как протестировать, допустим, да, потому как и для измерения тока у меня нет переходника под Фэнг-Бао. Поэтому сегодня сделаем один рез сейчас, посмотрим время реза и потом посмотрим, как она будет, если ее поддавливать, как она себя будет вести. Поехали. Режу без кожуха, вам не советую. Резать буду без давления стараться. Вот, а потом немножко будем, когда я отрежу, будем придавливать, смотреть, как она заходит в защиту. Погнали.
Значит что, по ощущениям, время реза составило что-то плюс-минус 2 минуты. Вот, ну, конечно, сказываются обороты 7000. Хотелось бы немножко оборотов побольше. Давайте попробуем отрезать. У меня еще есть полоска. 4/40. И попробуем, как она себя покажет. Вот, грызет, в принципе, без проблем. Для бытовых нужд, хозяйства пойдет. И вот то, о чем я говорил, получилось. От торможения диска, видите, болгарка раскрутилась. Поэтому диск надо зажимать только ключиком. С таким зверским тормозом. Так, ну а сейчас попробуем попридавливать. Посмотрим, как заходит в защиту. Нифига себе. О, ты смотри. Одной рукой даже первый раз не задавил. О, сейчас уже больше силы применил. Смотри, как волочет. Видели, да? Я думаю, сейчас это было заметно. То есть мощности хватает как бы. Давайте здесь. А здесь вот прижал более сильно и уже стало. Ты смотри, как тянет. Ужасно просто. Если резко придавить, она становится. А если... Так, смотрите, дать ей поработать. Во. Блин. Волочет она, дай бог. Не знаю, по крайней мере, этот экземпляр. Просто песня. То есть бывают моменты, вы видели, когда я при распиловке немножко она подклинивала, и она заходила в защиту. А здесь давайте даже еще раз, мне самому понравилось. Смотрите, как тянет. Видели? Обалденно. А если резко, она вроде бы станет резко. Так, что я тут наделал? Нифига, тоже что-то вытягивает. Короче, временами резко, временами не резко. Так, спрячусь я от этого. Попробуем на торможение диск. Чик. Вот, это легкий диск. Сейчас проэкспериментируем на диске потяжелее и посмотрим, как он будет работать на торможении. А вы способ знаете? Да какой тут способ? Дело не хитрое. То есть зажму вот так вот, как я обычно, чуть-чуть прижал и погнали. Не открутился. Не открутился. Ну, сейчас получилось нормально зажать. Опа! Как я и думал. Именно это я и полагал. Поэтому зажимаем только, друзья, ключом. Зажимаем только ключом. От резкого торможения возможно самопроизвольное откручивание диска. Так, все, на этом с данной болгарочкой покончим. Как обычно, ссылка будет находиться в описании. В принципе, болгарка зачетная. Вот. Аккумулятор, кому мало, четверки для хозяйства, конечно же, покупаем, докупаем, там, как я уже сказал, 8, 10, 12, 15 ампер. Хоть автомобильный можно подключить, да. С танка, правда, придется 24 вольта. А так, вы сами видели, режет отлично. Ну, временами, когда я опять же резал, она заходила в защиту, так как где-то на такой толщине происходил закус. Плюс, видите, я всегда стою сбоку, режу. Усталость рука тоже сказывается. Плюс я редуктор не переворачивал под себя. Вот, оставил все как есть. И мне лично не... Зина, убирай, детка, водку.
так, а редуктор, чтобы смотрел. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось. В ходе закусывания диска. Все, друзья. Думаю, вам из данного, так сказать, опыта немножко что-то стало понятно по данной болгарочке. Опять же, ссылка в описании. Всем спасибо, всем удачи и хорошего настроения. Спасибо за внимание.